Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку сделок из AMO CRM в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных AMO CRM. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы уведомления в Telegram приходили при переходе сделки на определенный статус, выбираем «Загрузить сделки по статусу новые». Это нужно, чтобы отправлять уведомления себе или менеджерам про важные события со сделками в AMO. Далее необходимо подключить вашу AMO CRM к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать статус, при переходе в который данные по сделке будут передаваться в Telegram. В данном случае мне необходимо передавать данные в Telegram при переходе сделки на статус «Первичный контакт». Для того, чтобы получать уведомления в Telegram о необходимости связаться с клиентом. На этом этапе вы можете настроить фильтры данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из сделок, которая находится в выбранном статусе. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Telegram. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Для этого создадим виртуальный аккаунт Telegram. Далее необходимо скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. Когда вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram при переходе сделки в выбранный статус. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, которые находятся в выпадающем списке, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы сделать переход на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые данные назначены в сообщение, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Telegram при переходе сделки в выбранный статус. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!